Всем привет! Вы на канале Kiwi Tour, и мы на курорте Сукко. С правой стороны у нас заповедник Утриш, с левой стороны у нас курорт Анапа, а мы находимся здесь на красивом чудесном пляже. Мы совершили заплыв в бухте курорта Сукко. Водица просто великолепная для конца марта, температура отличная. Ну и самый главный вопрос, это, конечно, мазут, никакого загрязнения, специфичного запаха здесь нет. Лучшим доказательством, я считаю, являются вот эти птицы, которые плавают в этой бухте. Они нормальные, здоровые, все у них хорошо. Я общался с местными работниками, никаких выбросов здесь в принципе вообще не было. То есть они были там дальше в сторону Керченского пролива, в сторону Республики Крым. Здесь в принципе их не было. И отличное Черное море, поэтому все здесь хорошо. Что мы вообще делаем в Сукко? Наверняка многие слышали об экологической трагедии, которая произошла в Керченском проливе. Огромное количество мазута оказалось в открытом море, и пляжи Анапы пострадали от этого. Мы не собираемся давать экспертную оценку этой катастрофе, а лишь покажем, какая здесь обстановка на сегодняшний день. Есть специальные организации, которые занимаются этим вопросом, и это точно не блогеры и не СМИ. По приглашению Всероссийского детского центра «Смена» мы приехали сюда и решили показать, как на самом деле здесь обстоят дела, попутно рассказав об таком уникальном месте для детского отдыха, как этот лагерь. Лично я был приятно удивлен, что такие проекты есть в нашей стране. Итак, мы добрались до Смены. Время в пути составило в 11 мы выехали, сейчас 6 часов, то есть 7 часов мы ехали до сюда. Расстояние небольшое, казалось бы, всего 330 километров, но это серпантинная дорога, повороты, завороты, поэтому дорога не сильно быстрая. Это тоже нужно иметь в виду, если вы приезжаете в Сочи, уже отсюда двигаетесь до Смены. Также есть железнодорожное сообщение, я смотрел, электричка идет в районе тоже 7-8 часов, время в пути составляет. Идем заселяться. Сегодня у нас запланирована экскурсия по территории лагеря Смена, потому что здесь большое количество разнообразных строений. Есть и стадионы, есть площадки для выступления, есть бассейн, поэтому без специалистов, которые расскажут, что здесь находится, мы, конечно же, не разберемся. Поэтому пойдем посмотреть, что здесь есть. Нас встретила целая делегация людей, которые любят это место и работают здесь. Так что же здесь интересного? В моем детстве оказаться у моря было уже сплошным праздником. Но сейчас сфера детского отдыха перенасыщена такими предложениями, и этим, конечно, никого не удивить. Смена – это российский лидер в сфере умного отдыха. Изюминкой лагеря является парк будущего. Это более 20 полигонов профессий, где дети в рамках программы могут ощутить себя химиком, инженером, биологом, блогером, машинистом и еще десятки профессий. На выбор детей более 80 образовательных программ. Все максимально интерактивно, и главное, это погружение ребенка в процесс. Здрасте, здрасте. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Все знакомое здесь нам. Шли, обсуждали. Попали туда, куда надо. Да. Вы находитесь в павильоне Сити фермерства, кластер профессии будущего. И здесь мы расскажем о том, чем занимаются ребята на нашей компетенции во время смен. Вообще, Сити фермерство – это городское выращивание растений без использования почвы. При этом выращивать можно в мегаполисах, как, например, на крышах зданий, так и в подвалах. И мы не используем почву, а заменяем ее другими субстратами. То есть какие-то растения мы не можем выращивать за счет того, что у нас нет возможности для роста этих растений. Поэтому даже если мы выбираем помидоры, мы выбираем какие-то карликовые породы, которым будет здесь достаточно времени, объема для выращивания. Да, все, что нужно в походе, можно приготовить Да. с подручных средств. Из подручных средств, причем абсолютно беззатратно. Да. Аналитические весы, их точность до 10 тысячных грамма. Ребята на фармацевтике любят работать с капсулирующим устройством и заполнять вот такие желатиновые капсулы лекарственными препаратами, как правило, витаминами. Таблеточные прессы позволяют нам изготовить вот такие вот таблетки. Ресторанный сервис, флористика, прикладная эстетика, то есть это все манипуляции с ногтями наши, с волосами. У девушек, наверное, популярно Ну, очень. да, Или парни да. тоже? Парни тоже записываются и на технологии, парни тоже входят, пытаются взрастить в себе будущего Юдашкина, например. Барбершоп еще тут, наверное, да? Барбершопы, да. А дальше у нас находится кластер строительства. Здесь ребята изучают такие компетенции, как сухое строительство и штукатурные работы, ландшафтный дизайн, архитектура городского пространства и электромонтаж. Блин, прикольно. Тут прям щиток. Современное оборудование. Да, тут вообще все круто. Учимся подключать. Щиток, Работает. пожалуйста, вот настоящий. Работает это, ребят, проект. То есть, видимо, что-то военное. Все оборудование они полностью собирают, программируют, то есть подключают и автоматы, и УЗО, и розетки собирают, и потом проверяют всю работоспособность цепи. То есть данное оборудование позволяет это все делать. И все. Большинство проектов курируются крупнейшими работодателями и госкорпорациями России. Больше всего меня поразил павильон Российской железной дороги. Я был в восторге. Компетенция управления железнодорожным транспортом. Меня зовут Дарья Михайловна, я работаю над этой компетенцией. А вы, наверное, обратили внимание, и я прошу вас на экран. 1221 километр. Отличается от тренажеров, которыми учатся, то же самое, да? Это тот тренажер, на котором обучаются машинисты российских железных дорог. Я-то его запустила, вы видите, да? Но программа совершенно новая. Здесь ребята могут увидеть, как план пути, вид на железную дорогу сверху, с разными нештатными. Выполняется обязательно. Так, давайте теперь опять. Внимание, вижу кривую со стороны помощника машиниста. Вижу кривую со стороны помощника. Да, понял, вижу. Вот, Принял, видите? понял. Да, кривая Вот идет. также мы учимся с ребятами опробовать тормоза в пути следования, отрабатывать подъемы. Помощник, подайте 3 коротких гудка, чтобы поезд полностью остановился. Вот. Продуйте 3 главных резервуара. Вот в таких павильонах дети проходят как раз таки вот эти все мастер-классы, обучение. Этих павильонов очень большое количество. Далее я вставлю их в видео. Нам показали только часть, на самом деле их гораздо больше. Все новое, все современное. Большинство этих сооружений были построены в 2017 году. Здесь была реализована огромная инвестиционная программа, в рамках которой очень большое внимание было уделено как раз-таки сфере образования и возможности детей здесь реализовать все свои способности, найти новые и так далее. В этом году, кстати, юбилейный год для детского лагеря «Смена». 40 лет назад приехала первая как раз-таки смена молодых людей, которые
были первооткрывателями, можно назвать. И уже 40 лет этот процесс не заканчивается. Также в этом году, конечно, большая дата – это 80 лет победы в Великой Отечественной войне. И все это, все торжественные мероприятия, конечно, в этом году будут реализовываться здесь, на территории лагеря. На территории смены 5 отдельных лагерей со своей направленностью в плане обучения и отдельными корпусами. Лагерь работает круглогодично, и за сезон его посещает более 17 тысяч детей. Когда я это все увидел, мало сказать, что я был удивлен. Это не считая в кавычках стандартных вещей в детских лагерях. Различные концерты, фестивали, экскурсии, здоровое пятиразовое питание и санитарно-курортное сопровождение. И, конечно же, безопасность. Ну и здесь смена опять меня удивила. Вот так выглядит КПП, и никто посторонний не может попасть на территорию детского лагеря. То есть только имея пропуск такой, который заполняется, много бумажек надо разнообразных заполнить, чтобы тебе его выдали. И на КПП работают не сотрудники этого лагеря, не частное охранное предприятие, а сотрудники Росгвардии. То есть они в форме, с снаряжением, обмундированием полным находятся там. То есть в плане безопасности здесь, конечно, уделяется огромное значение, потому что, ну, сами понимаете, дети это не шутки, охрана детей, их сопровождение, их отдыха, все очень серьезно и все выполнено на, конечно, высшем уровне безопасности. На территории лагеря есть аллея российской славы. И самое интересное, на мой взгляд, это то, что дети самостоятельно выбирают тех людей, которые здесь должны оказаться. Здесь есть российские императоры, деятели искусства. И вот мне сейчас рассказали, что последний человек, которого выбрали в прошлом году, это была Агния Барто. И вот именно ее должны установить в этом году. Очень, мне кажется, хорошая традиция, интересная галерея, которая дает возможность молодому поколению познакомиться с выдающимися деятелями. Это Василий Маркович Шукшин, один из моих любимых актеров, поэтому здесь очень, мне, взрослому, интересно прогуляться здесь, а детям, ну, еще, мне кажется, интереснее. И Калашников, и Толстой, Королев. В общем, классно, классно, мне нравится. Ну и сейчас опять в обед мы пришли на пляж. Людей уже побольше. Люди выходят загорать, любоваться морем, потому что погода у нас отличная, в районе плюс 12, может быть даже больше градусов, поэтому очень много людей занимается принятием солнечных ванн. Море великолепное, чистое, вот даже медузы приплыли сюда, плавают. Птичек нет, птички с утра были, я их поснимал. К обеду людей стало больше, поэтому, видимо, они улетели. А так, место, конечно, очень шикарное. Бухта просто красивейшая. Туда прогуляться, мне кажется, даже какие-то песчаные пляжи могут быть. А в ту сторону, если идти, там уже за этим хребтом Анапа. Туда мы поедем после обеда. Тут еще важно сказать, что лагерь детский. Безопасности уделяется максимальное значение. В летний период, когда дети купаются, эта территория дополнительно огораживается, и никто из посторонних людей место, где отдыхают, загорают и купаются дети, попасть не может. То есть здесь все продумано с точки зрения безопасности детей. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, фамилия и имя?
имя. Какой канал вы представляете? Добрый день, меня зовут Александр Голубцов, моя фамилия. Канал у нас называется Kiwi Tour. Вы сегодня побывали в смене. Какие у вас впечатления, что запомнилось и вообще в каком пребываете сейчас настроении? Настроение однозначно позитивное, очень приподнятое. Для меня это было настоящим открытием. Я бывал в детских лагерях, как и все в детстве. Бывал в Анапе, это было в районе 20 лет назад. Это, конечно, совершенно другой отдых, то сейчас есть и возможности, и главное это желание, наверное, реализовывать очень такие большие, значимые проекты. Здесь дети действительно могут погрузиться в такой игровой, интересной форме, в профессии, навыки, которые в дальнейшем, они, безусловно, пригодятся в жизни. Я был в восторге, побывав в павильоне, где представлена российская железная дорога. Я ощутил себя машинистом, я взрослый человек, улыбался как молодой мальчик. Я представляю, какие дети могут испытывать эмоции. Поэтому здесь я уверен, что я видел только лишь малую часть, но на самом деле здесь просто целый мир, который дети, попадая сюда, могут реализовать все свои мечты. Поэтому я в восторге нахожусь, действительно. Вы когда ехали сюда, что ожидали увидеть? Что слышали о смене? Как совпали ожидания? Я обладал достаточно малым количеством информации, потому что все-таки специфика нашей работы – это работа больше с коммерческими отелями, с именно взрослым отдыхом. А с детским я был буквально не знаком 20 лет. Я говорю, что последний раз сам лично отдыхал. Поэтому то, что я увидел, это вызывает только восторг. И я не думал, что на таком высоком уровне все это может быть организовано. Поэтому мне это стало вдвойне интересно. И теперь я могу порекомендовать и друзьям, и знакомым детей отправлять в такие чудесные места для отдыха. Спасибо. Как вам пляж наш? Пляж – это отдельная песня. Я с утра сходил, искупался, потому что и в Сочи я тоже зимой купаюсь в Черном море. Здесь мне очень понравилась бухта, место само, где расположено, находится это лагерь детский. Поэтому место, эта бухта мне запало в сердце, я буду ее вспоминать однозначно.